Привет, друзья! Сегодня в ЕС появляется новая уязвимость для экономики. Китай усиливает влияние на рынок алюминия. Этот металл нужен для машин, заводов и строек, но сейчас именно Пекин все сильнее решает, сколько его будет и по какой цене. В Берлине в правительстве Фридриха Мерца начали обсуждать, как не оказаться в зависимости от китайских решений. И это еще не все. В Европе снова делают ставку на атомную энергию, а значит резко растет спрос на уран. Франция, Польша и Чехия расширяют атомные программы, инвестируют в сырье, рынок электроэнергии меняется. А в это время мы видим, что Германия отказалась от своих атомных электростанций, но продолжает оставаться внутри европейской системы, где атом снова становится основой. Что на самом деле происходит и почему даже Урсула фон дер Ляйен начала поддерживать атомные станции, разберу прямо сейчас. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Германии начались разговоры об усилении влияния Китая на один из самых важных промышленных металлов – это алюминий. Я напомню вам, что алюминий используется практически везде, например, в автомобилях, строительстве, электронике, упаковке и авиации. И сейчас мы с вами видим, что ситуация складывается таким образом, что именно Китай определяет, сколько этого металла будет на рынке и по какой цене его смогут покупать немецкие предприятия. Если посмотреть чуть в историю, то за последние 20 лет Китай стал крупнейшим производителем алюминия в мире. Сегодня на него приходится внимание более половины всего мирового производства. Это означает, что решения, которые принимаются внутри китайской промышленности, сказываются на стоимости сырья для европейских компаний, включая, кстати, и немецкие заводы. Сразу пример. 46-летний Себастьян из Лейпцига работает на предприятии, которое производит детали для автомобильной отрасли Германии. Его компания закупает алюминий для производства кузовных элементов. Он рассказывает, что цена металла за последние годы резко колебалась, и это усложняло планирование производства. Когда сырье дорожает, предприятие вынуждено повышать цены на продукцию или, чтобы удержать прибыль, наоборот сокращать расходы. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что Китай регулирует производство алюминия именно через государственные программы и контроль над энергией. А производство алюминия, вы знаете, требует огромного количества электричества. Когда китайские власти сокращают подачу энергии на заводы или ограничивают ее производство, объем алюминия на мировом рынке уменьшается, и согласно законам экономики цена сразу растет. Пример. 38-летняя Анна из Дюссельдорфа работает в обычной строительной компании. Она отвечает за закупки материалов. По ее словам, стоимость алюминиевой конструкции для строительства выросла, и это влияет на общую стоимость новых проектов. Компания часто пересматривает бюджеты и сроки выполнения своих заказов. Но я вам скажу больше. Германия сейчас особенно чувствительна к таким изменениям, потому что, вы знаете, промышленность занимает ключевое место в экономике страны. Сегодня те же автомобильные концерны, машиностроение и производственные предприятия ежедневно используют алюминий. Когда цена металла растет, увеличиваются расходы по всей производственной цепочке, и такие перепады негативно сказываются на всей промышленности Германии. Сейчас федеральное правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем обсуждает меры по снижению зависимости от внешних поставщиков сырья, особенно от Китая. Урсула фон дер Ляйен предлагает субсидировать программы и поддерживать европейского производителя, включая поиск новых логистических маршрутов для стабильных поставок материалов. Я хочу вам напомнить, что Германия и ранее уже сталкивалась с подобной зависимостью, но в других сферах. Например, из последнего – это поставки газа и редкоземельных металлов, которые также показали, насколько важно контролировать доступ к стратегическим ресурсам в Европе. И вывод очевиден: когда у вас ключевые материалы поступают из ограниченного числа стран, промышленность становится уязвимой перед внешними решениями. 51-летний Карл из Франкфурта на Майне владеет небольшим предприятием, внимание, по производству металлопластиковых оконных рам. Он рассказывает, что стоимость алюминиевых профилей выросла настолько, что ему пришлось изменить ценовую политику. Но с другой стороны, клиенты стали внимательно относиться и к своим расходам, и компания вынуждена искать новые способы сохранить конкурентоспособность, ведь больших запасов сразу не сделаешь. Поэтому на сегодня ясно одно, что от того, как будут развиваться поставки и производство этого металла, какие будут цены, зависит работа и предприятий в Германии и Европе, стоимость товаров для нас с вами и, конечно же, финансовое положение многих компаний в ближайшее время.
Следующая новость, одна из самых важных. Сегодня в Германии еще один поворот. Все больше политиков начали вслух поднимать вопрос, который напрямую влияет на инвестиции и энергетику. Это спрос Европы на уран. Вы знаете, что после энергетического кризиса и роста цен на электричество многие страны Европейского Союза пересмотрели свое отношение к атомной энергетике. Я вам уже как-то рассказывал, что, например, Франция продолжает опираться на атомные станции, а Польша и Чехия строят новые реакторы. А Финляндия уже запустила, внимание, один из самых мощных энергоблоков в Европе. Этот реактор мощностью 1600 мегаватт, как я сказал, стал крупнейшим в Европе и теперь обеспечивает около 14% потребностей страны в электроэнергии. Это означает, что потребность в уране в ближайшие годы будет только расти. Еще раз напомню, что Германия закрыла свои последние атомные станции в 2023 году. Тогда при правительстве Олафа Шольца решение объяснили зеленым курсом на возобновляемую энергию. Но одновременно соседние страны начали активно расширять атомный сектор. В результате возникла интересная ситуация, при которой Германия отказалась от собственного производства атомной энергии, но остается частью европейского рынка электроэнергии, где атомные станции продолжают играть ключевую роль. Вот так Европа идет сегодня к переходу в возобновляемой энергетике. Одни закрывают атомные станции, а другие открывают. Но с другой стороны, такая ситуация уже влияет и на инвестиции. Немецкие частные инвесторы и фонды начали обращать внимание на компании, связанные с добычей урана и производством топлива. Я думаю, вы понимаете причину. Когда спрос на сырье растет, соответственно, увеличивается и стоимость компаний, которые его поставляют. Это стандартная логика сырьевого рынка, которая, кстати, мы с вами уже наблюдали ранее с нефтью и газом. 41-летний Александр из Баварии работает инженером, но дополнительно инвестирует часть своего дохода через брокерский счет. Он рассказывает, что за последний год начал изучать компании, связанные с добычей урана, потому что видит долгосрочный спрос со стороны европейских стран. По его словам, интерес к таким активам вырос после того, как Франция подтвердила планы модернизации своего атомного парка. И это еще не все. Я хочу, чтобы вы понимали, что после аварии на АЭС Фукусима в 2011 году Германия при канцлере Ангеле Меркель приняла решение полностью отказаться от атомной энергетики. Кстати, тогда цены на уран наоборот снижались, потому что многие страны заморозили свои программы именно после того случая. Но прошло время, и сейчас ситуация изменилась. Рост потребления электроэнергии и увеличение числа электромобилей, которые ежедневно, вы понимаете, нуждаются в зарядке. Развитие промышленности увеличивает нагрузку на энергосистему. Одновременно политики на европейском уровне уже обсуждают будущее атомной энергетики. Отношение Урсулы фон дер Ляйен, кстати, к атомной энергетике за последние годы также претерпело значительную эволюцию, то есть от нейтралитета до признания ее основы энергетической системы Европы. В своих последних выступлениях она открыто поддерживает использование атомных электростанций как стабильного источника энергии с низким уровнем выбросов, необходимого для достижения климатических целей и обеспечения энергетической независимости ЕС. Это решение означает, что атомные проекты могут получать финансирование и поддержку на уровне Европейского Союза. Кстати, Германия уже сталкивалась с похожей зависимостью от внешних энергоресурсов. Помните, в тот период после сокращения поставок газа многие предприятия были вынуждены платить значительно больше именно за электричество. Поэтому сегодня европейские страны стремятся избежать подобных ситуаций в будущем и обеспечить стабильное производство энергии внутри Европы, чтобы покрывать свои расходы. Ну и еще пример. 52-летний Максимилиан из Эссена владеет небольшой производственной компанией. Он рассказывает, что стоимость электроэнергии остается одним из главных факторов для его производства. Он поддерживает любые решения, которые смогут стабилизировать энергетический рынок Европы и, соответственно, напрямую повлияют на будущее его предприятия. И еще хочу, чтобы вы знали, как обстоят сегодня дела у Германии. Германия действительно способна обеспечить себя электроэнергией самостоятельно, если постарается. Однако по отчету мы с вами видим, что она активно участвует в общеевропейском рынке, выступая в последние годы именно как чистый импортер. Но вы спросите, почему? Отвечаю, такое решение часто продиктовано именно экономической выгодой, а не дефицитом мощностей. То есть я имею в виду, что стране дешевле покупать излишки возобновляемой или атомной энергии у соседних стран, чем запускать собственные угольные или газовые станции. Поэтому мы видим, что сегодня инвестиции в уран рассматриваются не просто как какой-то финансовый инструмент, например, как заработок на акциях связанных предприятий,
а как часть более широкой энергетической трансформации всей Европы. Потому что от этого, как будет сегодня развиваться атомная энергетика в соседних странах и как изменится спрос на уран, будет зависеть цена электроэнергии, инвестиционные потоки и также конкурентоспособность европейской промышленности в ближайшие годы. На этом пока все. Спасибо за просмотр.